Как вы думаете, почему вообще президент вышел с обращением? Значит ли это, что совсем все плохо? Или может наоборот? Мое честное мнение простое. Это ситуационное реагирование на действия, которые проявлены основными лидерами других стран. Например, вчера Индия объявила о карантине. Представляете, 1,5-миллиардная страна, или там, почти миллиард населения, объявила на карантине и дала на выполнение карантина 4 часа всем людям. То есть, представляете, через 4 часа все закрывается, можешь сидеть только дома, все. До этого английский премьер объявил о полном карантине. То есть пошла так называемая волна очередных прямо вот закрытий стран на карантин. И, конечно же, чтобы не остаться последним или одним из необъявивших, я считаю политически верным решением объявить карантин. Но считаю абсолютно верным было бы объявить карантин. Но ведь то, что объявлено, это, друзья мои, это не карантин. То, что объявлено, это так называемый пакет мер, пакет инициатив президента. Основной вопрос следующий, да, что это опять не карантин, то есть он не позволит сохранить рабочие места с большой вероятностью. И малые предприятия, и средние предприятия вынуждены будут сокращать людей, потому что у них банально нету денег. Поэтому я пытался найти, а что будет, какая поддержка будет для предпринимателей, для малого бизнеса, чтобы они смогли сохранить рабочие места. И что про кредиты говорит президент? Президент говорит, что банки должны отложить выполнение обязательств малых и средних компаний по кредитам, но не уточняет, каким образом они это сделают. И вот я тут связался с одним банком и сказал: ребята, каким образом, когда я могу узнать, как вы выполните указания президента? Банк мне сказал следующее: дорогой Игорь Владимирович, законодательных актов нет, распоряжений нет, мы будем думать, как выполнить. Я говорю: подождите, так вот конкретно есть предприятие, которое сейчас малое предприятие, которое должно обслуживать кредит. Согласно решению президента, оно хочет узнать, какие меры поддержки для него вы обеспечиваете. Они говорят: мы не знаем. Поэтому у меня вопрос: успеют ли банки вообще отреагировать на такое решение? А если даже успеют, то когда это будет? Не умрут ли малые предприятия до того, как им будет оказана помощь? Это очень большая проблема, что мы не можем гарантировать, что помощь будет доставлена вовремя. Игорь, а тут вот вопрос как раз по поводу сокращения от подписчика. Давит ли конкретно на вас власть, как на бизнесмена, чтобы вы сохранили рабочие места? Дело в том, что я и сам понимаю, что если я не сохраню сейчас рабочие места, то будут потеряны те цепочки, которые я создавал очень много лет. Поэтому я буду их сохранять всеми силами. Но дело в том, что я не могу сохранить их, если в некоторых бизнесах нету доходов. Например, в ресторанном бизнесе доходы упали на прошлой неделе на 30%, на этой неделе, вот она стартанула, 70%. Невозможно сохранить ни одно предприятие ресторанного бизнеса или закусочное. Невозможно. Сейчас они начинают все закрываться. Люди отправляются уже не в отпуск. Люди отправляются уже так называемое временное увольнение. То есть если ситуация не восстановится в ближайший месяц, а никаких шансов, что она восстановится, это уволенные. Поэтому все бизнесмены и предприниматели, и я, и каждый, с кем я говорил, они все будут сохранять. Они создавали руками этот бизнес сами. Они не будут его убивать. Но за какие деньги? А вы можете подробнее рассказать о тех мерах, которые вводит Владимир Путин? Давайте конкретно, что мы сегодня знаем. Смотрите, выплаты по больничным листам будут увеличены. Это несомненный плюс. Выплаты по безработице будут увеличены. Это плюс. Для поддержания семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, на поддержание каждого ребенка до 3 лет будет выплачиваться по 5000 рублей. Я считаю, что это смешно. Что такое 5000 рублей? Это ничего. Некоторые скажут, 5000 это лучше, чем ничего. Я считаю, что 5000 рублей этого недостаточно. Я бы еще сделал предложение, что и сколько взрослым людям платить, оставшимся без работы и кого уволили и сократили в период кризиса.
Но, боюсь, мой лист вот этих экономических мер затянется. Один из самых популярных вопросов в нашем чате: что делать с долларом, стоит ли его сейчас покупать, и куда вложить деньги в текущей ситуации? Да, с долларом все достаточно просто. В текущей финансовой матрице, которую мы живем, подчеркиваю, это финансовая матрица, основанная на долларе. Доллар в период кризиса будет тихим убежищем, куда все будут норовить слинять. Эмиссия долларов американским правительством, американским Федрезервом будет продолжаться. На эти доллары Америка несправедливо будет выкупать ценности, которые создаются во всем третьем мире. Имейте при себе небольшие сбережения для всяких экстренных случаев. То есть не стоит последние гроши или какие-то, пускать на рисковые мероприятия или даже на свое самообразование. То есть оставьте себе какой-то так называемый резерв и запас. Если у вас есть рубли на депозитах, никакого смысла покупать доллар сейчас уже нет. Основная коррекция состоялась. Действительно, если нефть пойдет еще ниже, то обменный курс рубля-доллара опять поменяется. Но дело в том, что представьте себе, что если она не пойдет и будет примерно на этом уровне, значит, вы купите доллар и попробуете его, видимо, опять положить на депозит. Знаете, сколько сейчас депозит в долларе, на него начисляют банки? 0,5% или 2% максимум. То есть, грубо говоря, о сбережении речи не будет идти, а курсовое колебание, оно зависит реально от нефти. Поэтому, смотрите, если вы хотите сохранять кэш, храните его на 70% в той валюте, в которой вы несете свои траты. И на 30% храните в других валютах, например, евро, доллар или что-то такое, всякая экзотика. Игорь, нас смотрит очень много предпринимателей, много вопросов от них. Есть отсрочка по налогам для малого и среднего бизнеса. Появилась она, исключая НДС. Также пролонгация кредитов для тех ИП, кто пострадал от коронавируса. И мораторий на банкротство на 6 месяцев. Да. Как вы думаете, этого достаточно, чтобы бизнес остался на плаву? Введенные меры, предложенные, даже если они будут материализованы, приведут к замедлению процесса банкротства. Да, к небольшому замедлению. Но конкретные предприниматели, которые сейчас закрывают рабочие места, рестораны и так далее, я знаю их лично. Они в шоке. Они говорят, что, Игорь, вот эти меры никаким образом не замедляют наши тактические решения по закрытию ресторанов и так далее. Нету доходов. Просто поймите, что 70% обвала выручки это, это прекращение потока выручки. 20% снижения оборотов это ты работаешь в минус. Сколько дней ты можешь работать в минус? Поэтому смотрите, меры, которые инициированы, это безусловно хорошо. Но на самом деле этого недостаточно. И надо понимать только одно, что, друзья мои, мы сегодня должны рассчитывать только на то, чтобы объявленные президентом меры были бы материализованы. Только случится это при условии нашего кропотливого внимания к этому и требования. Вы же знаете, в России ничего не происходит, если это не требовать. Поэтому ноги в руки, идем, требуем. То есть все, что заявлено в инициативах президента, давайте хотя бы это снизит удар. Удар будет большой. Ну и что? Мы не такое выдерживали. Давайте хотя бы это возьмем, что объявил президент. Игорь, есть два пункта, в которых я пока лично не разобрался. Можете, пожалуйста, пояснить? Первое. Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, должны облагаться налогом по ставке 15%. Это первое. Второе. Проценты и доходы с банковских вкладов и инвестиций в долговые бумаги свыше 1 000 000 рублей облагаются налогом по ставке 13%. Вопрос в том, кому от этого хорошо, а кто от этого наоборот пострадает. И как Вы знаете, вот эти ставки 15% за обложение налогом всех процентов или дивидендов, выходящих за рубеж, или 13% на доходы свыше, на доходы с банковских вкладов и инвестиций в долговые бумаги, уровень этой инициативы следующий. Это изменение налогового кодекса, которые так не делаются.
А если так делается, то это ЧП. То есть в стране чрезвычайная ситуация. Введение налогов решением президентов невозможно. Кроме как в случае чрезвычайной ситуации. Потому что при объявлении чрезвычайной ситуации законы не действуют, и действуют правила реагирования штаба чрезвычайных ситуаций. И этот пункт меня очень сильно вызывает очень много вопросов. Опять же, так все-таки чрезвычайная ситуация, и тогда своевременные и правильные меры реагирования, я не могу их комментировать, потому что я буду их выполнять. Сейчас будет вопрос, который волнует всех абсолютно. Голосование по новым поправкам в Конституцию переносится на неопределенный срок. Как вы думаете, на какой срок, когда оно может состояться, и как вообще относитесь к такому переносу? Когда все напуганы, очень сильно снижается социальный иммунитет. Способность создавать защиты и свободы, способность создавать защиты от злоупотреблений контролем или властью резко снижается, когда все напуганы. В этих ситуациях проводить какие бы то ни было необратимые изменения общественного устройства не следовало бы. Потому что в состоянии аффекта люди могут себе ноги отрубать, руки, прыгать там с 9-го этажа и так далее. И поэтому я против принимать какие-то важные судьбоносные решения в период таких катаклизмов. В этом смысле я поддерживаю это решение, но я его критикую одновременно. С тем, что, во-первых, мне кажется, это поздно было заявлено, а во-вторых, нету опять сроков. Но если отменено, давайте посмотрим на когда оно поставлено. Сейчас у меня возникла дополнительная неопределенность, что дата голосования может быть ситуационно поставлена, и я опять волнуюсь. Но почему ситуационно? Почему не отложить на год, чтобы мы год точно не возвращались к этому и вместе, совместными усилиями сейчас бы боролись бы за рабочие места, за сохранение благосостояния наших граждан и так далее. Такое бы решение я бы приветствовал, но я на него не влияю, но приветствую. Поэтому я его сейчас озвучиваю как предложение. Друзья мои, если кто не подписан на мой канал еще, а смотрит меня более 70% людей, не подписавшись на меня, то я вот прям каждого из вас лично прошу. Пройдите, подпишитесь и поставьте колокольчик. Дело в том, что ситуация развивается по очень драматическому, а самое главное, очень быстрому сценарию. Да? И я буду регулярно проводить прямые эфиры и делать видео для того, чтобы сориентировать вас в волнах этой неопределенности.